Добрий день, ми продовжуємо нашу забаву на iGames Expo. І зараз нам випала нагода поспілкуватися із представником компанії Wargaming. Представтеся, будь ласка. Добрый день, меня зовут Михаил Зинченко, я продакшн-продюсер проекта World of Warplanes. Що входить в ваші обов'язки, в чому полягає особливість вашої праці і чим відрізняється робота в Україні від роботи в Білорусі, Росії? В целом у Wargaming сейчас уже 16 офисов. Последний открыли, скажем так, в Южной Америке, если я ничего не путаю. И, соответственно, специфика в каждом офисе абсолютно своя. Как вы, может быть, знаете, надеюсь, что знаете, киевский офис занимается в первую очередь разработкой проекта World of Warplanes. Это второй большой проект компании Wargaming после суперхита World of Tanks. Собственно, сейчас мы находимся в стадии Open Beta версии, и вот уже буквально совсем-совсем скоро проект выходит в релиз. Ну и, соответственно, работы уйма, а в моем случае я в первую очередь помогаю взаимодействию между глобальной командой продюсирования, которая находится и в Минске, и в других офисах компании, и, собственно говоря, производством, то есть которое находится непосредственно в Киеве. И, по сути, сейчас это самый большой украинский проект, который находится в разработке. В общей сложности над игрой работает больше 150 человек. Які ваші прогнози, як сприйме українська і світова громадськість ігрова цю гру після того, як вона зарелізиться? Уже сейчас хорошо видно, что игра станет хитом. Вопрос, правда, вот самый интересный вопрос, это в том, насколько быстро это произойдет. Потому что, разумеется, мы не будем бить себя кулаком в грудь и говорить, что вот мы прям через месяц будем вот прям размером с танковую аудиторию. Но уже сейчас на этапе открытой бета-версии, когда игроки знают, что их еще ждет впереди вайп, то есть полностью вся статистика по самолетам будет сброшена. Ведь сейчас мы находимся на этапе открытого бета-тестирования как раз для того, чтобы сбалансировать экономику, сбалансировать внутренний баланс игры, боевой баланс, сбалансировать параметры самолетов. И, соответственно, мы физически вынуждены будем сбросить потом все эти достижения игроков. Собственно говоря, это и будет выходом игры в релиз. Об этом все знают, но все равно даже сейчас это десятки тысяч игроков, которые ежедневно заходят в игру, которые летают, которые помогают нам ее создавать. Скажіть, будь ласка, чи можливо, щоб в майбутньому ваша компанія випускала, маю на увазі саме ваш відділ, випускав синглплеєрні ігри? Вы знаете, девиз компании Wargaming как раз в том, что we deliver online games globally with passion. И, собственно говоря, сейчас мы видим наиболее интересный, наиболее живой, наиболее перспективный отдел вообще игрового рынка. Это как раз онлайновые игры, потому что как бы не старались разработчики, самое интересное происходит как раз, когда взаимодействуют живые игроки. То есть состязание между живыми людьми, состязание между, скажем так, стремлением к победе живых людей, это экспириенс, который в игре не сравним абсолютно ни с чем. То есть это переживание, которое на порядок выше всего того, что может предоставить синглплеерные игры. Но опять-таки это и мое личное мнение, и может быть, и мнение компании в том числе. Дивіться, такий яскравий і цікавий приклад ММО EVE Online, в якій люди живуть взагалі своїм повноцінним життям, лише зрідка виходять, щоб поїсти, там сходити на роботу, заробити на різні речі. Просто в цій грі реалізовано повністю політичні фракції і тому подібні речі. Чи можливо щось таке у World of Warplanes, World of Tanks, World of Battleships? Смотрите, мы уже движемся в этом направлении. Собственно говоря, те игроки, которые играют, уделяют, скажем, тем же World of Tanks больше времени, они знают о том, что такое клановые войны. И, собственно, в этом направлении мы также будем развиваться в ближайшее время. То есть это одно из тех направлений, которое нам интересно и которое будет развиваться. Вопрос действительно в том, что, возможно, не стоит затягивать игроков столь капитально. То есть чтобы, как вы сказали, игрок проводил там прям десятки часов, не вылезая из этой игры. У меня есть друзья, которые играют ту же упомянутую EVE Online, они я помню раньше какие-то истории, когда они просыпались в 4 часа ночи просто, чтобы переставить какой-то скилл в игре и так далее. Мне кажется, что игры это очень здорово, но очень важно, чтобы они не вынуждали игрока терять этот баланс между реальной жизнью и развлечениями в игре. То есть игра в первую очередь должна быть хорошей, веселой, отдушиной.
То есть нужно как бы прийти в игру, получить удовольствие, может быть, победить кого-то, добиться каких-то результатов, но в любом случае игра не должна требовать от тебя, чтобы ты проснулся в 4 ночи и переставил скилл. По-моему, это немного перебор. Доволі нещодавно компанія Wargaming відсвяткувала своє 15-ліття. Ви були на цьому святкуванні? Поділіться, будь ласка, враженнями, що це за захід був, яке він має значення і які успіхи компанії на цьому зрізі часу. Вот здесь тоже очень важный момент. Некоторым кажется, что компания Wargaming вот такая взялась ниоткуда пару лет назад, сделала игру танки, вот и как-то ей повезло, и все вот стало таким исключительно невероятно успешным на ровном месте. Нет, это 15 лет кропотливой работы, это прекрасные, может быть, местами не самые там сверхуспешные в коммерческом смысле игры на разном этапе, но в любом случае это проекты, которые создавались людьми, которые за все это время набирали огромный опыт, которые двигались вперед, и, соответственно, именно благодаря этим людям мы сейчас находимся там, где мы находимся. То есть вот эти вот 15 лет — это именно тот вот прочный фундамент, который привел компанию туда, где она сейчас есть. Ну и, собственно, мы вот тоже очень благодарны, что мы можем делать такую прекрасную игру, как World of Warplanes, именно благодаря вот этому 15-летнему фундаменту. Ну и, соответственно, вот на вот этой встрече, которая была в Минске, посвященная 15-летию компании, присутствовало более 4000 человек. Вот получился абсолютно прекрасный праздник с авиашоу, с кучей гостей, с вот всех 16 офисов компании, с кучей наших бізнес-партнерів. Гаразд, ми маємо танки, маємо літаки, будемо мати кораблики. Далі піхота? Нет, смотрите, еще кроме кораблей, самолетов и танков, ведь еще разрабатывается сейчас очень много проектов, которые в первую очередь нацелены на различные игровые платформы. То есть мы не хотим оставаться только в пределах ПК-рынка, а сейчас делается... До речі, згадайте про азійську версію танків, якщо можете, якщо володієте інформацією, її особливості, адаптація під франчайз, який вже відомий в Японії. На самом деле, это было неожиданностью даже для части нашей команды разработки, потому что не все об этом знали, но есть такой очень известный в Японии аниме-сериал, который называется Girls and Panzers. Вот, он посвящен тому, как происходят киберсражения, в которых, ну, как киберсражения, такие виртуальные войны, в которых маленькие девочки на настоящих танках ездят, но они как бы стреляют понарошку, то есть вот, ну, такой вот полукибердисциплина, невзирая на настоящие танки. Ну и, конечно же, ну, это было понятно, и мы просто не могли никуда деться, чтобы не подключиться к этому проекту. И, собственно говоря, скажем так, сотрудничество будет взаимовыгодным, ну и будут очень забавные новости по этому поводу, даже для тех, кто не является игроком там на японском рынке и так далее. То есть вот, ну, скажем так, взаимодействие World of Tanks и Girls and Panzer будет, ну, очень интересно. И там, кроме того, еще и манга выходит, кроме аниме, то есть вот тоже будет, которая брендирована, собственно говоря, World of Tanks, и частично сюжет игры также будет подвержен некоторому влиянию в связи с этим вот взаимодействием. І повернемося до нових проєктів. Ви говорили, що зараз розробляється. Смотрите, во-первых, вот сейчас разрабатывается карточная игра. Это браузерная карточная игра, ну пока только браузерная, World of Tanks Generals. Игра очень, ну правда, очень здоровская получается. Она уже есть и в бумажном виде. Вот, в принципе, да, 15-летие Wargaming, первый бумажный прототип уже можно было поиграть. И она есть в виде браузерной карточной игры. Сейчас там тоже бета-тестирование, пока закрытое, но игра как бы очень здорово развивается. Мне, например, очень нравится. То есть там сотни боев тоже наиграны. Це стратегічна гра? Ну да, стратегическая карточная игра, собственно, с танками, с приказами, там вот с энергией. Ну, то есть вот, ну, в принципе, классическая механика карточных игр, но со знакомыми танками и так далее. Вот, кроме того, разрабатываются танки для планшетов. Ну, вот сейчас они тоже на каком-то этапе, скажем, ну, я не буду говорить на каком, но, в общем, разрабатываются очень успешно, и, в принципе, скоро можно будет их потрогать. Кроме того, как многие уже наверняка знают, сейчас делается и уже практически скоро выходят танки для Xbox 360. Тоже некоторым это решение показалось немного своеобразным. Ну вот, там же будут скоро новые консоли, зачем мы выпускаем игру для Xbox 360? Для того, чтобы игроки получили полноценный опыт, нужно сразу, чтобы в игре была, ну, правда, большая активная аудитория.
аудитория. А для новых консолей это пока будет, ну, как бы, какой-то период раскачки и так далее. Соответственно, нам показалось, что намного перспективнее работать пока вот с аудиторией, собственно говоря, которая уже есть у замечательной консоли от Microsoft. И пока все говорит о том, вот, ну, тестировании и так далее, что игра очень хорошо будет воспринята и у нее будет успех. Ми ж з вами на iGames Expo. І яке це має значення для розвитку нашої індустрії, для підняття рівня культури геймерської? Яка ваша зацікавленість у цьому? Розкажіть, будь ласка, про це. Я считаю, что подобные выставки крайне необходимы, в частности, потому что далеко не у всех людей, может быть, создается, ну, такой образ игры. Вот как вы говорили, что там игроки просыпаются в 4 ночи, чтобы... Или я говорил, неважно. Игроки просыпаются в 4 ночи, тратят там десятки часов жизни для того, чтобы вот просто игры превыше всего. И у многих в голове возникает какой-то образ вот компьютерного игрока. Это такой какой-то сморщенный, побелевший человек, который живет в своей какой-то норе, он не общается с живыми людьми, вот ему ничего больше не нужно, кроме вот этого экрана монитора, и на котором происходит непонятно что. Мне кажется, что в первую очередь важно, что геймеры могут увидеть друг друга, могут увидеть разработчиков, могут пообщаться, могут увидеть новые проекты. И, собственно говоря, вот это вот живое общение, оно добавляет очень много вот нужного. Ну и, соответственно, чем больше таких выставок, тем лучше. Зрозуміло, дякую вам за спілкування. Будь ласка, кілька слів для аудиторії Play.ua, ваші побажання, привітання. Хороших игр, настоящего соревнования в любой вашей игре, которая вам нравится, обязательно успехов, достижений. Ну и помните о том, что должен быть баланс между играми и реальной жизнью. Не забывайте о тех людях, которые вокруг вас. Дякую вам, успіхів у роботі. На все добре.